Добрый день! Мы давно хотели показать зрителям нашего канала, как монтируется система SSD Pipe в реальных полевых условиях. Для этого мы приехали в город Муром к одному из подрядчиков строительства трассы М12 Москва-Казань и посетили объект, где проводились строительно-монтажные работы с использованием нашей системы. На месте строительства нам удалось увидеть полный цикл работ по прокладке кабельной канализации, который включал в себя различные этапы: монтаж колодца, прокладку и ввод в колодцы трубы SSD Pipe, монтаж заземления, установку люков и различные другие работы. Во время съемки мы увидели, как бригада, состоящая из 6 человек за одну рабочую смену, устанавливает 2 колодца и полностью прокладывает 2 пролета трубы длиной 180 метров. На живом примере мы смогли убедиться в простоте работы, а также существенной экономии времени и ресурсов при строительстве кабельной канализации с использованием системы SSD Pipe. А сейчас мы хотим продемонстрировать преимущества нашего решения и предлагаем вам самим посмотреть, что нам удалось увидеть. Первоначальным этапом работ, как правило, является подготовка траншеи и котлована. После подготовки котлована в него устанавливается колодец. При строительстве трассы М12 использовались колодцы из линейки SSD Pipe, главной особенностью которых является наличие в теле бетона закладных элементов для ввода трубы. И сейчас будет устанавливаться один из таких колодцев – ККС 3,5 SSD Pipe. В целом линейка колодцев SSD Pipe включает 5 основных типа размеров, которые отличаются друг от друга количеством вводимых каналов, массой и габаритами. После установки колодца SSD Pipe в котлован в нем не нужно высверливать отверстия или выбивать ниши, чтобы соединить трубы с колодцем. Трубы можно сразу вводить в муфты, которые заранее были предустановлены в колодец в заводских условиях. И в дальнейшем не нужно восстанавливать разбитые стенки колодца и заделывать межтрубное пространство. Нет никакой необходимости использовать для заделки кирпичи, бетонный раствор и ждать его высыхания. А самое главное, то, что не нужно тратить большое количество ресурсов и времени на все эти работы. Сейчас мы увидим укладку трубы SSD Pipe в пролеты и ее соединение с уже установленными колодцами. Происходит все очень просто и быстро. Сначала бухты трубы раскручивают и после этого затягивают в траншею. Надо сказать, что диаметр трубы SSD Pipe варьируется от 50 до 160 мм, а длина бухт зависит от диаметра и может варьироваться от 44 до 100 метров. На данном объекте используются 2 диаметра трубы. Это 110 мм для прокладки кабеля питания и 63 мм для прокладки волоконно-оптической линии. Сейчас мы увидим, как в пролет между колодцами укладывается 6 линий трубы SSD Pipe диаметром 63 мм. После протяжки трубы в траншеи устанавливаются кластеры для закрепления нескольких труб в единый блок. Кластеры препятствуют смещению трубы при засыпке песком и обеспечивают отсутствие заломов или изгибов трубы на канале, тем самым предупреждая возможные проблемы с протяжкой кабеля.
Для того, чтобы соединить трубу с колодцем, сначала отрезается небольшой участок спиральной трубы, который вводится в колодец в предустановленную муфту. Далее определяется место соединения этого участка с трубой, которая лежит в траншее, и излишки трубы отрезаются обычной ножовкой в месте соединения. После того, как мы отрезали излишки трубы, на одну из сторон накручивается соединительная муфта, и далее трубы соединяются друг с другом методом обратного сгона. Каждая бухта трубы SSD Pipe имеет в комплекте поставки одну соединительную муфту. Такие соединительные муфты выпускаются для всех диаметров трубы SSD Pipe. Также в системе SSD Pipe присутствуют муфты в других исполнениях, которые обеспечивают более высокую герметичность соединений. Нужно отметить, что резьбовое соединение труб с помощью соединительной муфты является очень крепким и надежным. На нашем YouTube-канале есть ролики, где демонстрируется прочность такого соединения. Для трубы диаметром 63 мм соединение выдерживает нагрузку до 250 кг на разрыв, а для 110 диаметра этот показатель выше и достигает уже 350 кг. Такой запас прочности позволяет всей плете трубопровода быть устойчивой к нагрузкам на разрыв. Сейчас производится соединение последнего канала с колодцем. На то, чтобы соединить все эти 6 труб с колодцем, двум монтажникам потребовалось не более 15 минут. Все. Укладка 6 каналов трубы 63 мм и соединение этих труб с колодцами в данном пролете готово. Далее точно таким же образом происходит протяжка трубы в соседнем пролете, где укладывается и соединяется с колодцами 6 каналов трубы SSD Pipe 110 мм.
Трубы уложены и соединены, теперь их можно засыпать песком. Параллельно с протяжкой трубы один из монтажников занимается установкой и монтажом заземления. Это единственная работа, при которой пришлось пробивать небольшое отверстие в колодце и где потребовались дополнительные инструменты и материалы. Серия колодцев SSD Pipe по умолчанию поставляются в комплектации GEC, которые включают комплект внутренних металлоконструкций – кронштейны, ерши, гайки и шайбы. А комплект заземления, монтаж которого требуется в случае прокладки силовых кабелей, поставляется опционально. Также до засыпки колодца была произведена герметизация стыков гидроизоляционной мастикой. На данный момент готово заземление, проведена герметизация, введены в колодец уже проложенные трубы, и из монтажных работ еще осталось показать вам установку горловины колодца, что мы сейчас и сделаем. Для установки горловины были использованы опорные кольца КО-ЧП и КО-Ч. Сначала было установлено опорное кольцо КО-ЧП с плоским дном, и поверх него было установлено опорное кольцо КО-Ч с выступающей четвертью, которая не позволяет кольцу сдвигаться. Далее был установлен люк, который изготовлен из полимерно-композитной смеси и имеет массу преимуществ по сравнению с чугунными люками. Люк обладает малым весом, у него высокая химическая и коррозионная стойкость, отсутствует вибрация и дребезжание, к нему нет интереса со стороны охотников за металлическим ломом. К тому же этот люк выполняет функцию охранного комплекса и оснащается антивандальным запорным устройством. Ключ от такого устройства имеет эксклюзивную секретность, что существенно ограничивает доступ к канализации. Сейчас мы увидели только монтаж корпуса люка, а запорные устройства будут монтироваться позднее. На последнем этапе работ производится засыпка траншеи с проложенными в ней трубами, песком и грунтом. Обратите внимание, что трубу SSD Pipe невозможно повредить в ходе выполнения работ, случайно или намеренно наступив на нее, поскольку труба очень прочная, а ее кольцевая жесткость составляет 22 кН на квадратный метр.
Кроме этого, прочностные характеристики конструкции трубы SSD Pipe позволяют производить обратную засыпку траншеи ранее вынутым грунтом и прощает небрежное отношение как к песчаной подушке под трубой, так и к слоям грунта над ней. На необходимой высоте от труб производится трамбовка грунта и прокладывается сигнальная предупредительная лента, которая позволяет избежать повреждения линии в случае каких-либо строительно-монтажных работ в этом месте. И уже после этого траншея полностью засыпается. Вывод после всего увиденного один. Система SSD Pipe — это великолепное комплексное решение для строительства кабельной канализации, которое экономит массу времени и ресурсов. Только на одном показанном соединении 6 труб с одним колодцем подрядчиком было сэкономлено несколько часов рабочего времени. А если умножить сэкономленное время и ресурсы на тысячи и даже десятки тысяч таких соединений, которые были сделаны во время строительства сотен километров трассы, то получится просто впечатляющая цифра. Если сюда добавить удобство и простоту работы, отличные характеристики трубы и массу других преимуществ, то, возможно, данному решению вообще нет альтернативы на нашем рынке. Ведь мы неспроста получаем массу положительных отзывов от наших клиентов. Задумайтесь об этом при выборе решения для строительства кабельной канализации. Ну а мы продолжим совершенствовать и улучшать нашу систему и надеемся увидеть и вас среди тех, кто остановил свой выбор на системе SSD Pipe.